Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Узнай будущее. К чему все идет. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду. С 11 по 20 ноября. Давайте узнаем, у нас сегодня две колоды. Первая колода – это Ленорман. И мы не будем задавать конкретные вопросы. Ленорман больше нам рассказывает о событийном ряде, поэтому мы достанем просто 4 карты и узнаем, каковы события, что может быть или может произойти, чем вы будете более активно заниматься, либо больше времени уделять, по крайней мере, как это видят карты. Будем реалистами, безусловно. Карты никогда не расскажут о личной истории каждого из вас. Это общий прогноз. Но предусмотреть что-то или допустить альтернативно возможные варианты развития событий определенно стоит. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И когда мы смотрим расклады, все равно каждый думает о чем-то своем. Поэтому какую-то свою стратегию, тактику мы можем так наперед просчитать. Итак, пойдем с вами вперед и достанем 4 карты. Что для знака зодиака Рак? Каково будущее с 11 по 20 ноября? Как раз тот период, когда планета Плутон переходит из знака зодиака Козерог в знак Водолея. Мы можем с чем-то определяться, документы пересматривать, переподписывать, с приставкой «пере». Это может быть. Чего это будет касаться? Или с какими событиями вы можете столкнуться в своей жизни. Вторую карту достанем. Третья. И 4-я карта. На картах Таро дополним. Достанем Таро «Неожиданность». Такой вопрос зададим. Из разряда того, чего мы не ждем. И спросим, в чем же ваша сила, что вам будет помогать решать те или иные вопросы. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первое, это у нас будут дела, работа, бизнес, документы, учеба. У кого что. Все то, что где-то официально, все то, что мы хотим именно решить, организовать. Финансы, энергию денег посмотрим. Как видят карты? Личную жизнь. Достанем карту «Совет», которую откроем позже. А сейчас узнаем, каковы же события. Вот нам сразу карты говорят: сильная позиция. И последний заход планеты Плутон в знак Козерога, он словно специально для знаков Земли и воды, чтобы с чем-то вы определились. Может быть, это новая стратегия, тактика на будущее. Может быть, вы в этот период подводите итоги. Есть те вопросы, которыми вы в последующем уже не хотите заниматься. Или, мои дорогие, вы с чем-то определяетесь. Вы можете также и контактировать с людьми, которые занимают ответственные позиции или решают серьезные вопросы, отвечают за свои подписи, к примеру, или какие-то свои согласования. Но и ваша все же позиция, она тоже достаточно сильна. Поэтому, что бы вы тут себе не запланировали, вы можете получить хороший результат. Давайте посмотрим, что еще. Нечего добавить, личная жизнь отнюдь не на последнем плане. Может быть, я понимаю, каждый из нас находится в своей личной истории. У кого-то она может быть со знаком плюс, у кого-то и со знаком минус. Но первая карта «Медведь» говорит о том, что вы как раз можете остаться более чем довольным. И если у кого-то из вас уже прежняя история была со знаком минус, может быть, остались ряд нерешенных вопросов, значит, для себя с большим плюсом вы сумеете что-то как и организовать, согласовать, подписать, договориться, в принципе, или какую-то свою позицию отстоять. Ну, а для тех, кто в паре, кто в семье, значит, тут тоже могут быть какие-то важные согласования, может быть, касаемые вашей недвижимости или места проживания, или какие-то добрые контакты. Может быть, кто-то из вас как раз будет рассматривать ваши отношения. Если прежде, к примеру, была дружба, а здесь вы задумаете вместе жить друг с другом, или где как раз вы будете жить, по карте «Медведь» что-то более фундаментальное проходит. Вот и вы можете некоторые вопросы, то, что на кону вашей пары стоит, проговаривать, организовывать, продумывать, согласовывать. Но тут все со знаком плюс.
Я не могу отрицать, что для тех, кто один или одна, вы не могли бы с кем-то познакомиться. Впереди опять же аркан Медведь. Знаете, мои дорогие, вы можете просто отправиться, согласовывая какие-то документы или решая вопросы по работе, по документам, внезапно с кем-то познакомиться, кто знает. И вполне вероятно, что будет не просто дружба какая-то полезная, а в последующем это какой-то будет интересный союз. Давайте узнаем, что нам еще говорят. Очень положительные карты, посмотрите. 3 таких весомо значимых карты. Карта рыбы – это благополучие вообще в целом, в квадрате. Безусловно, это деньги. Для кого-то поездки, путешествия, перемещения. Или вы хотите переехать. Вы будете рассматривать, возможно, какие-то альтернативные варианты по тому, куда я поеду или где бы я хотел проживать или хотела. Может быть, вы будете примерять на себя разные варианты. Получение денег идет, безусловно, по этой карте. У кого-то перемещение будет проигрываться как командировки, какие-то необходимые поездки. Может быть, для того, чтобы у кого-то банально поехать в определенную местность, чтобы там на месте разобраться по ряду вопросов. А для кого-то посмотреть недвижимость, для кого-то по работе это необходимо сделать. У кого-то из вас, мои дорогие, может быть, как вы работаете посредством интернета или вы используете IT-технологии, может быть, и вы программист, и это будет, в принципе, для вас какая-то новая концепция работы, работа на дому, может быть, не ходить в офис, а больше, чаще быть именно на дому, или суметь работать из любой точки мира. Для кого-то с нуля может быть такой интерес, и вы будете что-то изучать, потому что вы поставите себе в план, какую-то очень значимую идею, как я могу работать удаленно, и у вас тоже получится. Может быть, у кого-то даже получится, вот с учетом этих карт. Семейный бизнес, к примеру, интернет-магазин. Почему я так говорю? Рыба у нас в этой карте изображена на фоне моря и кораблик. А корабль – это отчасти исполнение нашего желания, как минимум какого-то одного, это точно. Но один из символов Меркурия говорит, что в принципе много контактов – раз, а работа с большим объемом информации – два, или с большим количеством людей. Что бы вы тут себе не запланировали, вы правда можете получить какой-то прекрасный результат, и после него еще и достаточно весомое продолжение, которое вам добавит как и уверенности в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. Но это вас может что-то захватить, что-то такое интересно вдохновляющее. У кого-то это проиграется именно как интернет-магазины или семейный бизнес. Может быть, вы попробуете что-то создать. Но самые разные направления, которые в конечном итоге по карте рыба принесут вам материальное благополучие. По крайней мере, по части финансов в эту, точнее, 10-дневку будут удачными как и соглашения, так и новые отчасти проекты. Или когда вы будете тоже примерять и на себя, смогу ли я этим заниматься, или изучать, что мне для этого необходимо, или какие-то согласования проводить. Вот этого я тоже не могу исключить. Все то, что находится в сфере ваших интересов. Эти 10 дней, все 4 карты, вот нам сказали, карта благополучия завершает все то, что я сказала. И, мои дорогие, у нас здесь цифра 6, я всегда говорю, 6 – это победа. Значит, как какой-то прекрасный итог за эти 10 дней получите. У кого-то это 10 дней будут решающими в решении личной жизни. Вверху у нас уже аркан Солнца. А для кого-то, может быть, вы задумаете делать карьеру или развивать свое творчество, свое ремесло. Одновременно, опять же, деньги пересекаются. Тут чего бы это ни касалось, либо личной жизни, либо вашей работы, вашего творчества, вашей занятости. Тут можно в один красивый узор сплести сразу все сферы жизни. Вот эти 10 дней для вас будут достаточно продуктивными. Давайте узнаем, что ж там по неожиданностям. И правда, все то, что я сказала, туз пентаклей, часто это как маленькое зернышко наших будущих побед, нашего будущего успеха. Мы садим, и в последующем
даст оно или прекрасный росток, который будет расти уверенно, надежно, крепко. Но иногда эта карта будет говорить о том, что вы получите какую-то информацию, и вам придется с этим работать. Кстати, иногда проигрывается туз пентаклей, что мы получаем даже такую информацию, которая на первый взгляд, она может нас даже шокировать. Я должна это озвучить. Пройдет какое-то время, мы понимаем, зачем это было нужно. Поэтому используйте любую возможность. Возможности не всегда приходят теми путями, как мы их ожидаем. Поэтому тут ведь это сама по себе как шанс карта. Поэтому чего-то не упустите, сказала бы так. В чем ваша сильная позиция? Карта ностальгии, и вместе с тем у нас карта сердца выпала. Личная жизнь, правда, совершить важные разговоры. Может быть, обсудить разные варианты, которые касаются вашей дружбы, личной какой-то взаимопомощи или развития ваших отношений. Семейные какие-то вопросы, когда вы, тоже будете продумывать вместе сообща, куда же идут наши в дальнейшем планы нашей семьи, у кого-то вопросы детей. Я могу допустить, что правда, какой-то и человек, все же это еще карта ностальгии, может вернуться в вашу жизнь. Или, может быть, вы уже с кем-то прежде вставили точку в этих взаимоотношениях. Сам человек может о себе напомнить. Написать, к примеру, внезапно в одном из мессенджеров или появиться в вашей жизни. Вы можете также случайно встретить на улице, вплоть до того, что в любом каком-то месте того человека, который выпал из ваших контактов или поля зрения, и теперь он в вашу жизнь возвращается. У нас все-таки период большой ретроградности. Я приглашаю на свой сайт, потому что планетарный гороскоп, я там более подробно остановилась именно на планетарных транзитах и как они на нас влияют. Можете посмотреть их по знаку зодиака, так и по асценденту. Ссылки в описании будут под видео. Поэтому тут, правда, если нам кто-то возвращается или какое-то дело, поверьте, мои дорогие, для чего-то вам это нужно. Как минимум в одном каком-то контексте вам это будет полезно. Поэтому от чего-то не отказаться. Обе карты нам говорят, как карта шанса, так и у кого-то шанс именно через личную жизнь. И в этом ваша сила. Конечно, это где-то и карта дипломатии, но 6 чаш. И число 6, опять же, какая-то победа. Победа вот в целом улучшит свое благополучие. Дела, работа, бизнес. Ваша карта, мои дорогие, королева чаш. Но неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, по полу мы все же карту не рассматриваем. Это карта любящего человека. Конечно, это могут быть вплоть до того, что, к примеру, ваша мама или ваша жена, у кого-то так, ваша подруга. Это могут быть ваши, даже если мужчины меня смотрят, ваши какие-то более такие добро-лояльные энергии, когда вам с одной стороны больше эмпатии самому хочется, а с другой стороны хочется не только получать, но и отдавать. Может быть, это какое-то взаимодействие в виде взаимопомощи, такого, знаете, взаимопонимания без слов. Все же у нас по 6 чаш именно в этой колоде как будто рост какой-то, да, взаимоотношений показан буквально. Может быть, и ваша история, которая даже, не всегда вы друг друга могли понять. А теперь как раз приходит это взаимопонимание, когда вы больше чувствуете партнера. Мы учимся доверять. Очень добрая карта, и у кого-то по части личной жизни будут те или иные согласования. Или это согласование по жилью, я тоже могу такое предположить. Но, видимо, ваши такие более добрые энергии, в принципе, вам будут способствовать даже в деловых вопросах, карта Медведь, договориться или рассмотреть какую-то альтернативную историю, альтернативный вариант, от чего-то не отказаться. Давайте посмотрим, что деньги, хотя нам про деньги уже сказали, правда, праздник после победы, мне нечего добавить. И карта рыбы говорит о том, что деньги у вас будут на этой неделе. Или вы ожидали какой-то гонорар, пусть он задерживался. Скорее всего, вы его получите. Или пусть это будут для кого-то, все же мы все разные. Вы хотите закрыть кредит в банке. Или, наоборот, взять его. В каком-то бы направлении не шли ваши интересы, вы по деньгам можете более чем остаться довольны. Сама по себе 4 жезлов обозначает якорь, надежность,
Ну и праздник, как я уже сказала. В личной жизни, правда, ну, посмотрите, какие карты. Тут даже если карт Таро не знаешь, на картинке посмотришь, и все понятно. Десятка чаш по максимуму. Любовь, счастье, удовлетворение где-то от всего того, что вы уже проделали до этого времени. Может быть, это и будет где-то пересекаться с работой, либо с вашим творчеством. Вы останетесь довольны. Вот эти 10 дней могут быть очень значимыми для вас в самых разных сферах жизни и действительно связать воедино несколько направлений и при этом позволить себе праздник и позволить себе какую-то радость. На самом деле какое-то желание у вас попросту в эти 10 дней, мои дорогие, исполняется. А у кого-то это может быть признание в любви. Может быть, были отношения, которые тоже, но вы не слышали, что слов любви или каких-то откровенных признаний, они здесь как раз могут быть. Но тут продолжение какое-то следует. Я, по крайней мере, вижу именно так. Давайте откроем карту «Совет». Нечего добавить. Все более чем понятно. Вот ваша основная, посмотрите, какие все карты. И вот у нас карта апатии. Четверка. Как будто нам преподносят прекрасную чашу. И там что-то удивительно чудесное. А мы уставились в другом направлении. И мы попросту чего-то не видим. И мы не то что отказываемся, а мы не замечаем. У нас никто не будет этой чашей или возможностью водить буквально перед носом, мои дорогие. Поэтому для вас нужно быть очень прозорливым и внимательным. Мы все-таки смотрим карту «Совет». Поэтому, если вы считали прежде, что нет, вот должно идти или развиваться только в одном ключе, будьте добры, милосердны к самому себе. Ваша основная задача – чего-то не упустить. Потому что эта четверка, она бывает разная. Бывает вот такая апатия, и когда ничего не меняется. Или, может быть, для кого-то из вас одиночество, мои дорогие. Тогда у вас в эти 10 дней могут быть как возможность либо каких-то контактов, даже с людьми, которых вы прежде знали. Может быть, у кого-то с нуля даже познакомиться с человеком, и пусть мы не забегаем вперед и надолго, но вдохновиться чем-то, приятными отношениями, приятными, ну, какими-то новыми интересами, контактами, расширением собственного кругозора, кстати, по рыбе это тоже проходит, нежели уставившись в одну точку, буквально ни света белого не видеть, да и перспективы свои не видеть, потому что мы сами себя ограничивали, по этой карте нам ничто не мешает. И если вот такая апатичная четверка чаш, то четверка жезлов – это вот ваша задача. Устроить себе праздник после победы. Благополучное время, которое мы можем где-то и пропустить, ведь об этом нам тоже говорит карта. Если вовремя не сориентируемся, может быть, и в обстановке, или какое-то предложение пропустим, или не вдохновимся чем-то, например, или будем, ну, где-то упрямо настойчиво смотреть в одну сторону. А здесь нужно для себя самого или самой расширить горизонты собственных интересов. Собственно, это и есть карта «Совет». Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.